Люди собрались в старинной церкви в итальянском городе Верона, чтобы проститься с молодой женщиной по имени Амелия Розетти, ушедшей из жизни слишком рано. День был пасмурным, дождь моросил, и над городом нависло тяжелое, гнетущее небо. Все, кто пришел, чувствовали скорбь, потерю и несправедливость. Амелия была человеком добрым, скромным, всегда готовым помочь. Во время церемонии отпевания, когда священник произносил молитвы, произошло нечто невероятное. Прямо в гроб, где лежало безжизненное тело Амелии, ударила молния. Гроза разразилась внезапно, словно небо отреагировало на несправедливость ее смерти. А дальше случилось то, что никто не мог предсказать. За несколько дней до этого звонка Амелия сидела в уютном кафе, спрятанном на тихой улочке в центре Флоренции. Ее глаза были полны слез, лицо дрожало от сдерживаемых эмоций. Люди за соседними столиками украдкой поглядывали на нее, но никто не решался вмешаться. Она только что получила звонок, который перевернул все. Сообщение, которое она услышала, было как нож в сердце. Амелия не замечала ничего вокруг. Она погрузилась в водоворот мыслей, боли, воспоминаний. И именно тогда к ней подошел молодой мужчина по имени Рафаэль Морелли. Он увидел ее слезы и, не колеблясь, подошел к столику. «Простите, можно присесть?» — мягко спросил он, протягивая ей носовой платок. Амелия подняла на него взгляд, полный печали, страха и усталости. Она ничего не ответила, но взяла платок. Рафаэль сел напротив и, улыбнувшись, ободряюще сказал: «Если тебе нужно поговорить, я рядом. Иногда легче становится, когда делишься с кем-то. Я не буду тебя осуждать». Амелия молчала. Ее губы дрожали, и она не знала, с чего начать. Столько всего накопилось. Она вспомнила, как в детстве пережила тяжелое расставание родителей. Ей тогда было всего 11, и все, чего она тогда хотела, это чтобы ее просто любили. Но вместо этого мать и отец после развода начали жить каждой своей жизнью, и никто из них не захотел взять Амелию к себе. Отец уехал в Рим с новой женой, мать — в Милан, пытаясь построить карьеру. Амелия осталась никому не нужной. Единственным человеком, кто не отвернулся от нее, была бабушка, Эмма, мать ее отца. Она жила в крошечной деревушке Монторио среди холмов Тосканы. Переезд стал шоком. Новая школа, новые лица и абсолютное одиночество. Ученики не принимали ее. Насмехались над тем, как она одевалась. Ее вещи были простыми, старыми, прической неаккуратной. Она не могла позволить себе дорогие вещи, не понимала моды. Учителя хвалили ее за усердие. Амелия училась на отлично, надеясь, что хорошие оценки помогут ей заслужить любовь и признание. Но одноклассники использовали ее только когда им нужна была помощь. Потом снова смеялись за спиной, распускали слухи, игнорировали. Когда ей становилось невыносимо, она приходила к бабушке. Эмма обнимала ее, гладила по волосам и говорила: «Все, что случается, случается не зря. Запомни, милая, нужно просто идти вперед, не останавливаться». Эти слова стали мантрой для Амелии. Прошло 10 лет, но, казалось, в ее жизни почти ничего не изменилось. Даже теперь, в 26 лет, она все еще чувствовала себя одинокой. Люди смотрели на нее свысока, игнорировали ее стремление к общению, и каждый раз, когда она надеялась на близость, ее отвергали. Рафаэль повторил вопрос. «Ты в порядке?» Она едва заметно кивнула, но сердце рвалось наружу. В нем было слишком много боли. Рафаэль не отступал. В его глазах было искреннее сочувствие. Не жалость, а именно понимание. Амелия почувствовала, что ему можно доверять. «Моя жизнь тяжелая. Я никому не нужна», — прошептала она.
Несколько месяцев назад один человек сказал, что любит меня, а потом разбил мне сердце. Его звали Ноа Беллини. Он был харизматичным, дерзким, опасным, носил кожаные куртки, ездил на мотоцикле, тусовался по вечерам в шумных клубах. Амелия никогда не тянулась к таким парням, но Ноа был другим, или так ей казалось. Он ухаживал, был внимательным, обсыпал комплиментами. Делал так, что она чувствовала себя желанной, красивой, настоящей. Спустя месяц она уступила его желаниям. Это было впервые, когда она почувствовала себя любимой. Но когда она осторожно спросила о том, видит ли он их будущее вместе, он начал отдаляться. Она звонила, он не отвечал. Писала, он читал, но не отвечал. Несколько недель прошли в муках, пока однажды она не решила найти его. В баре «Ла Нотте» она застала его целующимся с другой. Мир рухнул. «Ты игнорировал меня неделями, а теперь изменяешь? Почему ты так со мной поступил?» — закричала она. Ноа нахмурился и с раздражением сказал: «Ты вообще на себя в зеркало смотрела? Скучная, прилипчивая. С тобой было легко, но ты наскучила. Так что просто исчезни». Униженная и растоптанная, Амелия влепила ему пощечину и выбежала в ночь. Она рыдала, пряталась в переулке, не в силах дышать. Несколько дней спустя она узнала, что Ноа женится. Это стало последней каплей. И тогда она пришла в кафе, чтобы просто посидеть и заплакать. И именно там ее нашел Рафаэль. Он не только слушал, он стал ее поддержкой. В последующие месяцы он помог Амелии восстановить себя. Эмоционально, психологически, физически. Он водил ее по бутикам, помог выбрать одежду, отражающую ее характер. Отвел к своему знакомому стилисту, который сделал ей новую прическу. Он говорил ей: «Люди видят в тебе то, что ты сама в себе ощущаешь. Ты должна ценить себя. Только тогда тебя по-настоящему увидят». И действительно, вскоре Амелия заметила, что прохожие улыбаются ей, что коллеги стали относиться к ней теплее, что она перестала бояться собственного отражения. Рафаэль однажды признался ей в любви. И она тоже поняла, что любит его. Их отношения были искренними, теплыми, полными поддержки. Однажды, жарким августовским утром, он пригласил ее в путешествие за город. Это был день, как из фильма. Море, смех, прогулки, мороженое, поцелуи на фоне заката. На обратном пути из-за деревьев внезапно выскочил олень. Рафаэль резко свернул в сторону, но не справился с управлением. Машина перевернулась. Рафаэль погиб на месте. Амелия выжила, но получила серьезные травмы. После обследования врачи выявили проблемы с сердцем, и ей установили дефибриллятор. С разбитым сердцем физически и эмоционально она вернулась к бабушке Эмме в деревню. Там она пыталась восстановиться. Однажды вечером, во время прогулки по лесу, Амелия внезапно упала. Эмма закричала, вызвала скорую, но врачи не смогли найти пульс. Амелия была объявлена мертвой. На следующий день в местной церкви прошли похороны. Шел дождь. Люди плакали. Бабушка рыдала: «Это несправедливо. Моя внучка не знала ничего, кроме боли. Она не заслужила такую смерть». И тут, во время отпевания, в гроб ударила молния. Люди вскрикнули. И вдруг... Амелия ахнула и открыла глаза. Ее доставили в больницу, где врачи выяснили, что она не умерла, а находилась в глубокой коме. Удар молнии прошел через металлические элементы гроба и активировал дефибриллятор, спася ей жизнь. Но чудеса на этом не закончились. Через несколько месяцев Амелия родила ребенка, мальчика, который был невероятно похож на Рафаэля. Оказалось, она все это время была беременна.
Несмотря на аварию, клиническую смерть, шок, малыш выжил. Теперь Амелия жила ради него, ради их любви, ради жизни, которая однажды уже подарила ей второй шанс. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.